Слушай, ты же понимаешь, что вероятнее всего кто-то из твоей команды предатель? Чего? Все, погнали. О, вот это нам нужен. What the fuck? Вон он, вот этот. What the fuck, что происходит? Ну-ка, а с виду и не скажешь, что на старуху работает. Дамы и господа, официально возвращение в Междумирье не за горами. Уверен, что мы отправимся туда сегодня, как только Сан-Фран расскажет какой-то секретный секрет, который не смог поведать в предыдущей серии. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором мы здоровее всех здоровых. Моя искра восстановлена. Мне сказали, я могу отправляться обратно в Междумирье хоть сейчас. Но, напоминаю, во время предыдущей серии перед нами встал выбор. Либо пойти сразу, либо задержаться ненадолго в этом мире и узнать некий секрет Сан-Франа. Он хочет рассказать его 1 на 1. Кажется, выбор очевиден. Я хочу узнать этот секрет, именно поэтому немного едим, убираем все ненужное. И, наконец-то, спим. Угу, Паэно, невозможный город. Мне искренне интересно, добавляется ли что-то новое? По-моему, вообще ничего. Так, ладно, встаем. Эй, Лолошка, просыпайся. Пойдем со мной. Что? Чего? Что происходит? Подожди. Должен признаться, Лолошка, я вчера сломал тупинатор ГМА. Я сказал Седрику, что это вышло случайно, но я сделал это вполне осознанно. Нет, ты не подумай, я не подозреваю нашего ученого ни в чем, но у меня есть все основания полагать, что тупинатор делает тебя более восприимчивым. Я раньше уже сталкивался с такими людьми, как ты. Ну, в плане ментальной чувствительности, эмпатичности, если угодно. Короче, я почти уверен, что воздействие тупинатора на твой мозг привело к тому, что ты в итоге вчера каким-то образом связался с Фарагондой. Но, если честно, я не об этом хотел с тобой поговорить. Черт, я даже не знаю, как к этому подступиться. Есть кое-что, чего я тебе не рассказывал, Лолошка. Дай мне, пожалуйста, свой червифон. Что? Даже интересно. Червифон, рабочее название. Ладно, забирай. Только не говори то, что там какая-то слежка. Угу, сейчас. Эй, привет, ребята! О, Седрик, господи! Я тебя не заметил. Ты меня напугал. А чё, я такой страшный, что ли? Кстати, Лолошка, как там тебе живется без ГМА? Кто-то своими франовскими ручищами вчера все умудрился поломать. И я позволил себе не делать новый, потому что непонятно, понадобится ли он вообще. Просто, если вы уже сегодня вернетесь в Паэну, то какой смысл в этом ГМА? Кстати, ребята, что думаете насчет того, чтобы сейчас отправиться в измерение к Лолошке? Чтобы, опробовать мой новый срезыватель скинта? Ух ты ж, Седрик, а ведь это реально крутая идея. Опа, выбор. Так, а чего ж мы ждем-то? Вперед навстречу богатой жизни! Опа, или вот это. Фран, а откуда ты знаешь про мое измерение, а? В плане, чего? Лолошка, мне Аша рассказала. Да, она совершенно случайно проболталась. Это была не ее вина, честно. Вот как-то так. Ну так, чего, ребят, может быть тогда пойдем добывать скинт? Полностью согласен. Смотрите, как могу. Пронос! Хорош. Фран, ты тоже? Какой же он счастливый ребенок, а? Пронос. Так, ладно, получается, реально Фран узнал от Ашры, но Ашра каким-то образом проболталась. Надо на самом деле это запомнить как характеристику, то есть Ашра случайно может проболтаться о чем-то. Это очень важная характеристика, так что да, запомнили. Возможно, зла она не хотела, но тем не менее получилось как получилось. Пронос? Да, обалдеть, Лолошка. Вот это у тебя измерение. Я не знаю, откуда оно у тебя, но его создатель, вероятно, очень торопился, раз измерение получилось проницаемым. Я тебе так скажу, я, наверное, за всю свою жизнь не наловил столько скинта, сколько у тебя в этом измерении. Интересно, а у меня получится? Так, допустим, вот этот. Что? Неужели я настолько слабый? Серьезно? Боже мой, да ж ничтожество. Эй, Фран, ты успокойся. Я тебя отсюда поддержу, ладно? Короче, твоя магия сбора скинта настроена на разрозненные крупицы, а не на монолитные кристаллы.
Что? Монолитные? Да, представь, это как мне пришлось перерабатывать мою технологию. Когда я здесь первый раз побывал, я понял то, что мелкосеточный сачок не подойдет. Лолошка, а ну-ка иди сюда. Вот, возьми это. Что? What the fuck? Отлично. А теперь попробуй направить на любой кристалл. Охренеть, это что такое? Особо мощный лазер для добычи кристаллов скинта. Ху-ху! Так, ну, допустим вот это. Слушай, блин, ничего себе, оно реально работает. Если что, то перезаряжается срезывалка очень долго, но зато сама, без всякого твоего вмешательства. Так что... Ну, по идее, нам здесь больше делать нечего. Может, пойдем назад? Я не уверен, насколько комфортно здесь себя чувствую. Малус. Вот так вот, Так, а ты чё? А я вот... Я думаю, что срезывалка совершенно неподходящее название. Я, пожалуй, придумаю что-нибудь другое. Малус. Вот тена. Сколько? Что? Вы чё, серьезно? 19 часов 57 минут? Нет! Это же очень долго! То есть я буквально вот прям сейчас смотрю. 4, 3, 2... Это же уснуть можно! То есть я даже больше скажу. Можно уснуть, можно проснуться, можно позавтракать, погулять, пообедать. И оно еще будет перезаряжаться. Я первый раз вижу механику, которая привязана к реальному времени. Ну что, ребят, это что-то новое. Похлопаем сценаристам. У меня теперь кристалл скинта. Он содержит в себе 9 фрагментов. Господи, какой же я богатый. Так, ладно, пока что оставляем. И, как говорится, прописываем Малус. О, господи. Ребята, как же вы меня напугали. Стою тут, никого не трогаю, и тут бабам! Из воздуха просто. О, ладно, я все равно рада вас видеть. Я так понимаю, Лолошка и вам рассказал про карманное измерение, да? О, я так рада. У меня уже язык чесался кому-нибудь про него рассказать. И это... Ложка, ты мне больше таких секретов только не доверяй, а то в следующий раз я могу и проболтаться. Но ты же уже. Ребят, что-то вы сегодня все какие-то пугливые. Фран, он тоже меня испугался. Че это я пугливый-то сразу? Очень даже смелый. Вон, пойдем докажу. Давайте прямо здесь и сейчас пойдем в Паэну. Как тебе такое, а? А вот это, кстати, отличная идея. Давно пора. Шрам, наверное, уже с ума сходит. Да, вот возьмем и пойдем. А вот, кстати, и портал. Сейчас я его сделаю. Вот портал. Фран, что происходит? Фран, ты чё так боишься? Тебя как будто там какая-то смерть поджидает. Кстати, я только сейчас понял то, что он мне червифон не вернул. Наш же Седрик перебил, ё-моё! Что было в этом червифоне? Ладно. Так, в итоге что? Это, Фран, ну ты там заглядывай ко мне, не забывай. И вы, ребята, тоже. Вот. Эй, дружище, да мы же ненадолго расстаемся, не переживай. Вот именно. Я так скучаю по своей пасеке, что надолго уйти просто не смогу. Все, ладно, пойдем. Эй, стой, Лолошка, подожди. Слушай, ты же понимаешь, что вероятнее всего кто-то из твоей команды предатель. Если моя теория насчет твоего искусственного схождения с ума верна, то сделать это мог только кто-то, кто имел с тобой близкий контакт. Поэтому я тебя умоляю, будь осторожен, пожалуйста, пока не поздно. И до скорой встречи, надеюсь. Ладно, пока. Предатель, говоришь? Искусственное схождение с ума. Да, в предыдущей серии поднималась эта тема, но погоди! Получается, вполне вероятно то, что это делал Фран. Понимаете? Он же дал мне червифон, и он мне в чем-то хотел сознаться. Так что вполне вероятно то, что это именно Фран и сделал. Но теперь он встал якобы на нашу сторону, он больше не хочет от меня скрывать что-то, и поэтому хотел перенастроить червифон. Так что не волнуйся, Седрик, возможно, предателей больше нет. Я сам на это надеюсь. Все, погнали. Паэн. О, наконец-то прибыли. What the fuck? Вон он, вот этот. What the fuck, что происходит? Ну-ка, а с виду и не скажешь, что на старуху работает. Что? Пуговица? А чего это у нас только в гильдии оборванцев проблемы, а? Чего ты сказала? Оборванцев? Да я сейчас... Наконец-то шоу!
А я уже начал было скучать. Эй, бога ради, прекратите этот детский сад! Шрам, пуговица, я прошу простить мне мою резкость, но мы здесь не просто так собрались. Согласен. Лололошка, член гильдии контрабандистов. Сан-Фран, член гильдии магов. Ныряльщик. И, наконец, Ашра, контрабандистка, глава группы. Вы все обвиняетесь советом гильдии Паэны в пособничестве Фарагонды. Верно? Господа, дамы, у вас есть что-нибудь сказать? Какой же ты долгий. Я бы уже приступила к казни, Эо. Согласен. Нет, пуговица, здесь вынужден не согласиться. Казни не будет, пока мы не разберемся в ситуации. Господин Эо, я всецело поглощен этим спектаклем и не намерен вмешиваться. От чистой монеты благодарю вас, что предоставляете это зрелище абсолютно бесплатно. Что, какое нахрен зрелище? Я спешу заметить, что контрабандист в голубом мне знаком. Лис приглашал его к нам. Трайн отзывался положительно, что большая редкость. Да, от меня все. Наконец-то. А теперь попрошу послушать. Главы гильдии Паэны. Эти мироходцы невиновны. А? Да, вот, другое дело. Интересно. Бедный малый, какой бедный малый. Так, а ну-ка, подождите, пожалуйста. Ну, заткнись! Боже, бляха. Как весело, как весело. Сколько это может продолжаться? Тебе, Ашра, я тоже советую помолчать. Все, тишина обеспечена, господин Шляпа. Продолжайте, пожалуйста. Отлучаюсь на свое место. Так. Здравствуйте, Шляпа. Ох, Шрам, я смею заметить, что нападение на участника другой гильдии это... в целом... Ладно, господин Шляпа, продолжайте. Ага. Так вот, я подготовился и сейчас наложу на вас небольшую иллюзию, которая покажет вам записи с моего ока Междумирья. Вот. Что происходит? Воу. What the fuck? Это все так интересно, но все так непонятно и запутанно. Вот Алло? здесь мы видим Так. ныряльщика Сан-Франа и его Ага. подругу Ашру, поспешающих в сторону ведомни. Вот здесь они прибежали и чего-то ожидают. Терпение, друзья. Вы очень удивитесь. Смотрите. О! Это же когда-то... Это было супер давно! Обалдеть! Да, мы спасли... Я не помню, как этого скелета звали. Да, там ушел у нас, получается... Ну, ничего не заметили? Фран? Ну что же, а если Ага. так, узнаете? Интересно. Это же был Келан, верно? Именно, мироходец Келан. А я думал, он совсем сгинул в этой проклятой башне. А он ничего, даже не постарел. Подождите, объясните же. Мускат, Келан — это могущественный некромант. Один из немногих завсегдатаев Паэны, кто состоял в 2 гильдиях сразу. Ну, подождите. Мы что, получается, решили казнить героев? В этом есть некий смысл. Так, подождите. Эй, Ашра, моя ты гордость! Но, господа, дамы, вопрос на повестке дня. Как они попадают в ведомню, если башня отторгает любого мироходца, если он не заключенный или не работник? О, черт, мне кранты. Эй, подождите, стойте! Мне есть что сказать. Я хочу уточнить пару наводящих. Я знаю все о прошлом этого мага, как и все здесь присутствующие. Но разве не Сан-Фран был одним из тех, кто рассказал вам, пуговица, как противостоять стражам ведомни? А? Ну, предположим. Хорошо, отлично. Так вот, как же он попадал в эту башню? Знаете, я предлагаю вам, дамы и господа, просто спросить напрямую у главы этой маленькой группы спасателей. У него. Давай, говори. я весь ловкий внимание. человек. Я Не томите слушаю. нас. Да, господи, бляха. Так это же все из-за тебя, Эо! Это же ты мне дал скинтонит! Мне нужно подыграть ему, да? Чтобы его не заподозрили. Это он дал мне скинтонит, это он все придумал. И прямо сейчас мне нужно ему подыграть. Все, я понял, Эо. Я понял, я все понял. Не волнуйся, я все понял.
О, смотрите. Он мне в конце даже показал руки. Так, все будет нормально. Уважаемые главы гильдий и Эо, мне удалось сбежать из ведомни. Сразу скажу, что я не знаю как. Именно поэтому я могу попадать в башню. Вот как-то так, да. Хороший ответ. Смело, смело. Как тебя зовут? Лолошка. Его зовут Лолошка. Кстати, друзья, я могу так сказать. Этому парню в очках я верю. Он в одиночку Раптора призвал, представляете? А еще он так себе хитрец. Ха. Его Павел на весь навар с Раптора кинул. Прошу заметить, сути это не меняет. Походы в ведомни могут нарушить хрупкое равновесие, если вдруг вас поймают. Масштабной атаки от Фарагонды нам не избежать, и тогда мы все там будем. Боже. Поэтому у меня будет к тебе лишь один вопрос. Лоло, как там тебя? Зачем вы вытаскиваете пленников из башни? Бляха, как бы мне... Так, мы хотим разрушить ведомню. Вот оно! Спросите у Эо, это его план. Блин. То есть, вот опять же, это не про Эо, это про Сан-Франа, это про Ашеру, это про меня. А вот этот вариант диалога подразумевает, что я сдаю Эо. Но я не хочу этого делать. Или хочу? Тут на самом деле очень важно, надо понимать, что вот была такая секунда, где Эо прям ручки поднял, такой, пожалуйста, пожалуйста. Да, мы хотим разрушить ведомню. Я все рассказывал. Так, вот да. Каждый из вас знает, какой опасность стоит в себе башня. Я знаю, Ашра знает, Сан-Фран знает, и уж тем более Эо. Мы же все против существования ведомни, верно? Да, споришь? верно. Так вот, я понимаю, что вы боитесь того, что мы поставим Паэну под удар, но я прошу, дайте нам шанс. В случае, если до возвращения Фарагонды ведомня не будет уничтожена, вы можете сдать нас Фарагонде в обмен на сохранность Паэны. Думаю, что сбежавший узник и бывший сотрудник дорого стоят, поэтому прошу вас, пуговица, шрам, змей, мускат и шляпа, прошу вас, дайте нам время. Клянусь собственной искрой, вы увидите падение ведомни. Что? Шрам, ты чего? Браво, браво. Да. А теперь, дамы и господа, предлагаю вам решить, кто из вас за то, чтобы дать им шанс? Пожалуй, Это я. Правильно. 3 человека? А вы? Я, конечно, с одной стороны за, ведь это смертельный риск, но с другой стороны я против, потому что вы помогаете людям. Ха-ха-ха. Ладно, старик Эо, я сыграю с тобой в эту игру. Я за. О, остается только змей. Змей, ты же... Я Вы- за. Ему вообще пофигу. Все супер. Дамы и господа, сегодня вами был заключен пакт о Лололошке. Действие пакта прекращается с момента возвращения Фарагонды. Во время действия пакта никто из жителей Паэны не должен узнать о миссии этих троих. А по рукам. Да, так даже интереснее. Шикарные условия. Лучший пакт на моей памяти. Да, удовлетворительно. Сойдет. Вот и отлично. Ну тогда я могу сказать... Попрошу. Да, Мускат. Вопрос. А идти уже можно? Деньги сами себя не заработают, Эо. Вы сами это знаете. Да, господин Мускат, конечно. Полагаю, раз уж мы все договорились, все свободны. Спасибо большое, что выслушали друг друга. Благодарю. О, ни хрена! Репутация воров и гильдии пряностников? Подожди, а другие? Эй, вы только своим не забудьте сказать, что выходить уже можно! Эо, а я вот бы предпочла, чтобы все сидели тихо, как мышки. Ну ладно, язык у тебя подвешен что надо, дорогуша. Не питаю никаких надежд на правдивость твоих слов, но тебя я отдам старухе в руки лично. Чао. Идите Так, ко мне, обалдеть, идите ко мне. вот это мы, видимо, Ты порешали. молодцы какие! Вы двое, с самого начала вас верил, с самого начала, правда. Так, ну ладно, разглагольствовать не будем. Мне срочно нужно к себе. О, 40 репутаций контрабандистов, ни хрена себе. Так, это, по-моему, все неплохо идет, да? Шляпа? Кто-нибудь что-нибудь еще скажет вообще, нет? Эй, парень,
Твоя речь напомнила мне меня в молодости. Очень надеюсь на ваш успех. И, кстати, спасибо, господин Эо, что надоумили меня посмотреть записи с Ока. 40 репутаций магов. Боже, как чудесно. Эй, Лололошка, я в тебе не сомневался. Я не буду донимать вас объяснениями и расспросами. Встретимся завтра в пещере. Все, давай, удачи вам. Хорошо. Ребята, мне нужно выпить. Пока. Фу. Я живой. Лолошка, ты не представляешь, сколько эмоций я испытала за последний час. Я, пожалуй, последую совету Франа. Я побежала. О, я живая. Я живая, я живая, я живая. Так, окей. Это было охрененно, клянусь. Мы впервые за все время встретили глав гильдий. А кто мне больше понравился? Давайте сразу. Мне понравился Мускат. Вот прям это мой фаворит. Ребят, торговцы пряностями это именно то, куда я хочу попасть. И вау, нифига себе, вы посмотрите, что у нас. Равнодушие, дружелюбие у воров. Ну так вот, торговцы пряностями это сейчас мой фаворит, куда я хочу попасть дальше. То есть у меня контрабандисты, ну это просто как бы моя гильдия, окей. Далее воры, и после это торговцы пряностями. Как же я хочу туда попасть, бога ради, пустите меня, пожалуйста. Теперь, когда я знаю то, что там этот Мускат, который мурлыкает, я хочу у него на коленочках полежать. Так, собственно, если что, мне не совсем по... Что? Ух ты! Резко просто все появились. Привет. Так, а что я говорил? Ладно, город живой. Так вот, мне не особо понравилась пуговица. Но это, знаете, наверное, связано с тем, что она такая пока что закрытый персонаж. Она тупо мне не доверяет. Но самый немногословный это змей. Вот такая змеюка, которая толком ничего не сказала. Пока что я даже не знаю, как к нему относиться. Но в любом случае он представитель гильдии воров. Я хочу туда. Поэтому в какой-то степени мое мнение не особо зависит от этого змея. Так что плевать. Все, портал заработал. Все четенько работает. Мы можем пользоваться магом. Как же круто! Паэна! Так, чё... Простите? Вы ничего мне не скажете? Простите еще раз за наковальню. Я сейчас такой доволен, прям как слон. О, старик все еще стоит, боже. Казалось бы, меня неделю здесь не было, но вот, успел соскучиться, как говорится. Сейчас нам четко дали понять то, что важная часть сюжета началась. И нам нужно связаться с Эо на следующий день в пещере. То есть мне нужно пойти поспать. Но сделаем мы это, дамы и господа, уже в следующей серии. Обязательно подписывайтесь, чтобы узнать, что будет дальше. Что-то мне подсказывает, что начиная с этой серии обстановка будет только накаляться. Сильно-сильно надеюсь на вашу поддержку. И, кстати, ребята, у меня мерч обновился. Новая коллекция вышла по голосу времени. Пока что расскажу только в конце, но тем не менее переходите по ссылке в описании. Штанишки, брелоки, футболки, плакаты и многое другое. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и возвращение в Паэну. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.